Доброе утро, начинается с завтрака. Привет всем ребятам. И у меня сегодня на завтрак будет, как вы думаете, что? Опять же, скрамбл из 2 целых яиц и 2 белков яиц. Здесь у меня очень-очень-очень полезная вот эта травичка, которая называется кейл. Это одна из самых полезных вообще зеленей, которые можно найти. Я не помню, видела ли я такую в России или в Украине. Я думаю, что сейчас есть подобная трава, и она мне но она мне очень нравится просто тем, что она, во-первых, очень долго портится, вернее, у меня эта упаковка уже, может быть, неделю, и она все никак не испортится. Обычно у меня подобная травичка как-то начинает походить на какую-то слизь, но очень вам советую вообще добавлять любую зелень в ваше питание, если в нем мало углеводов и много-много белка. Я надеюсь, вы догадываетесь почему, потому что в прямом смысле питаться белком в большинстве случаев очень сложно для вашего организма. И дальше у меня здесь хлебец рисовый с огурчиком. Как вы заметили, здесь уже нет творога, то есть я избавляюсь от молочки. И второй хлебец у меня с 1 столовой ложкой, даже чуть меньше, по-моему, арахисовой пасты. Так что я сейчас перекушу эту часть Димона. Вы можете представить, как мне тяжело. Большей части тяжело из-за того, что у меня нет фруктов уже. Сейчас, кстати говоря, 5 часов утра, поэтому не удивляйтесь, что мое лицо в 2 раза больше, чем обычно. И мы сейчас поедем в зал снимать ролики для нашего английского канала, так что я вам покажу, как это все происходит. О, да, иногда по воскресеньям утром мы ездим в зал, чтобы в 5 утра, чтобы снимать видео. Все шикарно. Можно начинать. Да. Поехали. 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 Ну что, мы отсняли, сколько мы отсняли упражнений? Наверное, где-то 30-40 упражнений. Кто еще не в курсе, кстати говоря, у нас совсем недавно открылся английский канал, где мы пытаемся снять самую большую коллекцию упражнений, техники выполнения. И мы не останавливаемся на этом, у нас много планов есть, так что я здесь оставлю наш канал, заходите в гости, подписывайтесь, и особенно те, кто хочет подучить английский язык в плане спортивной какой-то тематики, то я думаю, это будет вам полезно. Ну и банк, ребят. Всем привет. Все, мы поехали домой, и дальше мы поедем на музыкальный фестиваль. Угу. Так, ну что ж, сейчас у нас 8 утра. Быстренько мы так закончили, за 2 часа, да, в 6 мы приехали, за 2 часа сняли все упражнения. Ну, мы в основном засняли такую самую базу, как бы, упражнений в тренажерном зале, на тренажерах. И сколько у нас уже? Практически 200 упражнений, 200 роликов. Фух, многовастенько. Кстати, зацените наш новый салон. Дима просто все облизывает машину. Сейчас едем домой, там же я перекушу, наверное, даже пообедаю. И потом будем ехать на музыкальный фестиваль. У нас какой-то фестиваль рядом вообще. Я буду играть там на баяне. Как я люблю американские аптеки. Тут просто можно купить все. Просто все и даже больше. О, кстати говоря, я купила себе уже ноготки, которые наклею. Блин, а тут скидки, вот черт. Ну ладно. И они уже там с клеем идут. Кстати говоря, ребят, я хотела спросить, есть ли кто-то из вас красноволосый? Я ищу сейчас себе шампунь. Я, правда, купила, но я в нем не уверена. Я ищу шампунь для красных волос, который предотвращает как бы смывку цвета хотя бы немножечко, и который без сульфатов идет. Потому что я ищу и не могу найти. В крайнем случае уже, конечно, буду в интернете заказывать. Это, конечно, сложно найти, потому что есть даже шампуни, на которых пишут там без сульфатов, допустим. Я читаю, блин, описание, состав, и там сульфаты эти опять. Я жду встречи с ними. Боже, какие они вкусные. О, я как-то посмотрела, здесь
Получается, в одном брауне 100 калорий. Капец. Но они такие вкусные. Сегодня, кстати, я встала в 5 утра, поэтому у меня сутки будут такие довольно-таки длинные. И обычно у меня где-то 5-6 реже, наверное, приемов пищи. Ем я каждые 3 часа, поэтому сегодня, да, может быть где-то 6, а может быть даже 7 приемов пищи. То многие меня спрашивают о том, сколько должно быть приемов пищи. Все зависит от того, насколько длинные у вас сутки, ваше активное время. И рассчитывайте так, что вы должны есть каждые 3 часа. Так что вот кто-то очень рано встает и рано ложится, наоборот, кто-то очень поздно встает и поздно ложится, поэтому рассчитывайте так, чтобы вы каждые 3 часа, с того момента, как вы проснулись, каждые 3 часа вы кушали. Был прием пищи, маленький, большой, средний, перекусы, основные приемы пищи, но вот каждые 3 часа. У меня сейчас в перекусе, как я сказала, у меня протеин шоколадный с половинкой банана, очень классное, кстати, сочетание, и банан сейчас мой единственный фрукт, так что половина банана, да. После тренировки банан, протеин, как обычно. Так, сейчас 11 часов дня. И я снова хочу кушать. У меня тут такая зеленая получилась тарелка. Куриная грудка вареная. Я вам уже 300 раз показывала, как я ее делаю. И я чуть-чуть видоизменила приготовление. Я просто мариную, режу на кубики сырую куриную грудку, мариную в специях без соли. И с лимонным соком, да, по-моему, здесь и немножко горчицы. И потом варю в пакетике просто в посудинке. Здесь у меня еще огурец, много огурца. У Тимы пюрешка. Хлебец рисовый, слабосоленый с авокадо, со специями тоже. И авокадо, полезные жиры, я их ни в коем случае не боюсь. Это даже очень-очень важно. И, естественно, зеленый перчик. Да? Перчик. Перчик. Ну что, мы совсем скоро уже будем выходить. Я хотела еще немножко с вами поговорить о том, как вообще мое сейчас питание выглядит более подробно, потому что все-таки осталось около 14 дней, в общем, около 2 недель, в общем. И чем сейчас мое питание будет отличаться от того, что было раньше, в тех влогах, которые вы уже смотрели. Если вы их смотрели, то вы помните, что у меня были фрукты, у меня была молочка. Их было не так много, конечно, но все же они были в моем питании. Многие удивлялись, как, Таня, ты позволяешь себе это, потому что сейчас подготовка, нужно сушиться. И да, как бы за месяц я полностью убрала с своего питания молочные продукты и фрукты. Ну, фрукты я оставила только в виде половинки банана, если у меня день тренировки. Это как бы единственный такой важный, серьезный шаг в моем питании, чтобы предотвратить накопление воды, чтобы вода не задерживалась, для того, чтобы подсушиться еще лучше к соревнованиям. Но мне многие тренера, да и вообще вы знаете, что многие девчонки, парни, вообще атлеты перед выступлениями начинают урезать воду. И это происходит так, что ты пьешь, повышаешь сначала воду в своем рационе, там, допустим, обычно вы пьете 2 литра, потом вы пьете 2,5, потом 3 литра, то есть поднимаетесь так по лесенке, очень много воды пьете, и потом медленно спускаетесь, и потом, если я не ошибаюсь, то за пару дней или за день до соревнований вы резко отказываетесь от воды, что помогает вот создать вот этот эффект, когда ты тянешь кожу, она у тебя вот так вот как ткань отходит. Что я могу сказать по этому поводу? Во-первых, у меня не будет такого, потому что мне все равно, какие девочки там будут. Пусть они будут вот такие вот сухие, но это такой вред для организма, для женского организма, что мне наплевать, даже если я не займу какое-то там место, а займет вот такая вот девчонка, я останусь со своим здоровьем. И для меня эти соревнования, чтобы вы понимали, это не гонка бешеная какая-то в отместку своему здоровью. Нет, это в первую очередь просто как бы для себя понять свои возможности своего организма, встать в свою лучшую форму, какой я еще никогда не была. Но не такие методы, которые однозначно ведут к вреду вашему здоровью. И вы только представьте, что будет потом, когда эта девочка начнет пить воду обычно, она просто зальется вся. То же самое, что когда очень резко урезают углеводы, прям вот
урезает их хорошо. Вы можете представить, что становится с теми девчонками, которых просто потом они уходят в запой читмильный, и это вредно. Поэтому я вот думаю, чтобы, может быть, вам снять потом еще, после того, как я выступлю, влоги правильного питания, чтобы вы поняли, как я продолжаю себя держать в форме дальше, потому что у меня нет цели уйти в этот зажор, запой и так далее. А держать такую фигуру всегда, потому что это и считается высшим мастерством, когда ты постоянно находишься в соревновательной форме. Конечно, у меня немножко поднимутся углеводы, я добавлю себе молочку, фрукты, я буду делать это постепенно, что будет правильным. И вообще, что вы думаете по поводу того, что девчонки, в первую очередь, ограничивают себя в воде перед выступлениями? Я однозначно против этого. Так, у нас 1:30, я снова ем. Я намазала столовой ложкой хумуса. Что, Тим? И литр майонеза. Нет, если бы. И здесь у меня листья салата, куриная грудка вареная, та же самая, и огурчик. Сейчас я это все сделаю как роллом таким вот, если поместится. Ну, он, в принципе, размера с мою руку, так чтобы чтобы перекусить, потому что мы сейчас уже будем выходить, и чтобы хотя бы немножко насытиться, и там, чтобы не хотеть. Хотя с собой, наверное, возьму хлебцы еще. Короче, мы приехали, сейчас будет какой-то фестиваль музыкальный. Оставили машину, на парковку. проверили, и мы сели в автобус. Автобус бесплатный, но хочется крикнуть: передайте 2,50 за проезд. Боже, сколько мы не ездили на подобных маршрутках вообще. Мы уже пришли, правда, еще рановато. В общем, сели в тенечек, потому что такая жара. И там раскладывают уже какие-то палатки. В общем, что-то какой-то большой прям будет фестиваль. Ну, посмотрим, конечно, что там будет. Мы даже как-то не смотрели, кто там будет выступать или какая музыка будет. Дима решил взять себе куриных наггетсов. Просто хочу пить. О боже, о боже, о, я тоже хочу, но мне нельзя. Я просто постою, понюхаю. Я взяла с собой, кстати, пару хлебцов. С майонезом. Нет, где они? Вот они. Сейчас скушаю свои хлебцы несчастные. Мы уже дома, гуляем сейчас с Эммой. Кстати, наша маленькая девочка уже становится дамой. Да-да, уже 7-й месяц пошел. И у нас первые эти самые дни начинаются. Как это сказать? По-собачьи, я не знаю. Да. Ну что, я наконец-то помыла голову. Впервые после окрашивания вода все еще красная. Такое ощущение, что я реально убила кого-то. Просто вот течет какая-то красная вода подо мной. Но вообще, когда красишься, то любая краска немножко, остатки ее выходят. Хотела вам показать шампуни. Вот я, который говорила, купила себе вот такой от Paul Mitchell Color Care написано. То есть как бы уход за окрашенными волосами. Ну и как бы я посмотрела, вроде бы там сульфатов нет. Также я сейчас использую вот такую вот штучку. Она помогает придать блеск волосам, и тоже она без сульфатов идет. Так, у нас 7 часов вечера уже, и я снова хочу кушать. В общем, я сделала себе здесь салат. Довольно-таки много у меня здесь капусточки, зеленый перец, 2 пачки тунца. Да, это тунец, кстати говоря. И здесь у меня немножко специй и чуть-чуть, может быть, чайная ложечка семян льна. Я еще добавлю немного сока лимона, чтобы получился вот прям как салатик такой. И пойду сейчас, наверное, смотреть фильм какой-то, отдыхать, и буду хрустеть этим салатиком. Так, у нас уже 10 часов вечера, я уже просто вырубаюсь с 5 утра на ногах, так что буду уже ложиться спать.
И да, это там салат мой был с тунцом, это получается мой последний прием пищи. Да и слава богу, потому что я уже... Какой-то уже был прием пищи, я уже запуталась даже. Поэтому, в принципе, я сытая, и я всегда стараюсь где-то за 2 часа до сна не есть. Ну вот как раз получается, последний прием пищи был где-то около 7, сейчас 10, так что пора спать. И спасибо вам за просмотр, ребята. Встретимся в следующем видео. Удачи!